Сальве, с вами недовольный римлянин. И сегодня немного нестандартный для данного канала ролик, носящий не юмористическо-познавательный характер, а научно-популярный. И посвящен он римским пехотным мечам последней четверти первой четверти второго века нашей эры. Точнее, близким ко временам правления Марка Ульпия Трояна. Кстати, пишите в комментариях, какого типа контент вы бы хотели видеть на данном канале чаще. А мы начинаем. Большинство зрителей, наткнувшихся и включивших данный ролик, вероятно знают, что основным римским пехотным мечом в рассматриваемый период является гладиус тип Помпеи. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Даже в наши дни при массовом конвейерном производстве существуют разные вариации одного и того же предмета вооружения, проходящие модернизацию или имеют специализированные особенности. Разумеется, гладиус тип Помпеи не был исключением. Более того, у пехотных мечей имелись и аналогии, менее известные широкой публике. Всего следует выделить два основных типа пехотных мечей в рассматриваемый период. Это Помпеи и гладиус тип Спата, который не следует путать с кавалерийскими спатами и пехотными спатами 3 века. Каждый из этих типов имеет собственные подтипы. Но перед тем, как погрузиться в мир римских клинков, немного уделим внимание принципам отбора рассматриваемых нами сегодня экземпляров. В данном ролике мы представим лишь те находки, которые использовались или были произведены во времена правления Трояна, а также продолжили эксплуатироваться при Адриане. Разумеется, в те далекие времена появление в арсеналах новых предметов вооружения не было сиюминутным, а потому при Трояне массово использовались предметы вооружения, изготовленные еще в начале правления Домициана. Многие из мечей и прочие предметы вооружения могли еще долгое время находиться в употреблении, сменив за свою жизнь ни одного владельца. Проблема изучения мечей данного временного промежутка заключается в неопределенности датировки ряда обнаруженных экземпляров, из-за чего мы не можем их принимать во внимание. Также многие из находок имеют относительно размытые хронологические рамки, из-за чего имеют скорее опосредованное значение. Некоторые из мечей и элементов ножен, датируемые периодом раннего правления Трояна, были обнаружены в захоронениях на варварской территории, а это значит, что они могли быть в употреблении армии еще во времена Флавиев и ранее, попав к варварам в качестве трофеев, импорта, а потому к правлению Трояна уже могли устареть и не состоять на вооружении. Многие из найденных предметов, близких к рассматриваемому периоду, вероятно, могли быть варварскими трофеями, полученными ими в ходе войн Домициана на Дунае в 80-е, начале 90-х годов нашей эры. Итак, возвращаемся к самой классификации. Начнем с наиболее распространенного в рассматриваемый период типа мечей, а именно Помпеи. Свое название этот тип мечей получил по первым находкам, обнаруженным еще в конце 18 века при раскопках в Помпеях. Его средняя длина колебается в пределах 650 мм, из которых от 120 до 150 мм приходилось на рукоять. Среди гладиусов типа Помпеи выделяют следующие подтипы. Это классический, Путензен Вимозе и Хамфельде. Итак, подтип Помпеи классический. Это наиболее распространенный вариант подтипа гладиусов данного типа. Общими чертами для них являются ровный клинок с прямыми параллельными друг другу лезвиями, которые практически под самый конец сужаются, образуя острый треугольник. Сечение клинка преимущественно ромбовидное, но есть и исключения с линзовидным сечением, вроде находок из перепельников и Бордерсхольма, а также смешанным, то есть когда сечение одного клинка от линзовидного либо лентовидного в районе перекрестия и далее переходит к ромбовидному, как у находок из Карнарфорна, Ксантена или Трибусица. Более редкие образцы, как находки из Микулова, перепельников, видимо произведенные еще при Домициане, имеют расширение клинка по краям практически у самого перекрестия. Среди образцов классических гладиусов типа Помпеи самая большая ширина клинка в сечении составляет 50 мм. Средняя ширина клинка колебается от 50 до 35 мм. Более половины клинков данного типа в рассматриваемый период составляют образцы шириной 45 мм и более.
Клинки в пределах 35-38 мм – это лишь около трети находок, вроде мечей из Блешковица, Бордерсхольма, Тейбусица. Исходя из датировки, то мечи с более узкими клинками появляются позже своих более широких товарищей. Длина исключительно самого клинка колебается в пределах от 410 до 549 мм. В подавляющем большинстве она составляет более 480 мм на протяжении всего рассматриваемого временного отрезка. К наиболее длинным образцам относятся как мечи с широким клинком, вроде находки из перепельников 549 на 48 мм, так и узким, вроде находкам из Тейбусица в 515 на 38 мм. Из общей канвы наиболее выбиваются находка из Бордерсхольма общей длиной в 520 мм, из которых 110 мм – это рукоять, оставляя на клинок не более 410 мм и шириной в 35 мм, являясь наиболее узким и коротким из рассматриваемых мечей одновременно. Второй подтип помпейских мечей – это Путензен Вимоза. В рассматриваемый временной промежуток встречается значительно реже. Сечение клинка как линзовидное, так и ромбовидное. Клинок преимущественно ровный и симметричный, без расширений у перекрестия. В некоторых случаях, как на находке из Копки, клинок может под небольшим углом сужаться, но значительно плавнее и медленнее, чем у типа Майнц, представляя некую переходную форму между этими двумя типами. К кончику клинок сужается немного на большем удалении, чем у классических помпейских, и имеет не треугольную форму, а напоминает скорее полуэллипс. Общая длина меча колебается в пределах от 630 до 650 мм. Длина клинка от 460 до 530 мм, половина из которых более 500 мм. Ширина клинка мечей данного подтипа от 37 мм, вроде находки из Каменчика, до 46 мм, как находка из Путензен, с преобладанием в пределах 40 мм, как находки из Фленсбурга и Копки. Датируются подобные мечи второй половиной первой половиной второго века. Учитывая, что все эти находки были обнаружены в Зарейнской Германии и Польше, их производство могло быть еще во времена Домициана и раннего Трояна, а возможно, даже неким варварским подражанием римскому оружию. Третий подтип помпейских мечей – это Хамфельда. Данным типом мечам характерна более грубая и простая форма, чем у классических. Подтип Хамфельда отличается довольно широким клинком, колебающимся от 43 до 71 мм. Подавляющее большинство из них шире 55 мм. Кончик острый, но имеет форму широкого полуэллипса, как у Путензен Вимозы. Резкое расширение у перекрестия, как на некоторых ранних классических образцах, отсутствует. Клинок прямой, но на некоторых находках от перекрестия под небольшим углом сужаются вдоль четверти своей длины, после чего становится ровным с параллельными друг для другу лезвиями, как у находок из Пригужица и Бордерсхольма. Сечение клинка нескольких типов: лентовидное, переходящее из линзовидного в лентовидное, а также переходящее из ромбовидного в лентовидное. Длина клинка без рукояти колебается в пределах от 495 до 520 мм. Общая длина меча от 610 до 635 мм. Принимая во внимание конструкцию клинка подтипа Хамфельда, подобные мечи были более простыми в своем изготовлении, чем классические помпейские. Они датируются не ранее конца 1 века нашей эры. Любопытно, но из 7 находок на рассматриваемый период 4 экземпляра происходят с территории Польши. Это Пястово, Подгужице, Лерхенберг, Кутна. Наличие аналогичных находок на территории Германии, это Бордерсхольм, Хамфельде и в Норвегии, говорит нам о том, что это не было исключительно грубым местным региональным подражанием римскому оружию, а могло иметь централизованное производство на территории империи. Возможно, они могли быть неким контрабандным товаром, попадавшим в варварский мир по янтарному пути. Датируются находки преимущественно первой половиной середины II века. Так как в погребение вооружение часто попадает после долгой эксплуатации, то их производство могло быть запущено в серии уже при Трояне.
Упрощение в производстве было особенно актуально при условии создания с нуля двух новых легионов – 30-го и 2-го Ульпиева. В то же время, если версия о проникновении оружия в Польшу обуславливалась участием лугиев на стороне римлян в дакийских войнах Трояна верна, то обнаруженные в Польше мечи могли быть изготовлены в самом конце 1-го, начале 2-го века нашей эры, накануне войны с даками, в качестве своеобразной награды, либо же в качестве военной помощи в конце 80-х годов. Все три подтипа помпейских мечей объединяет приблизительно одинаковая длина в 600-650 мм. В большинстве случаев прямой клинок, сужающийся практически у кончика. Все они отлично предназначены для нанесения колющих, режущих и рубящих ударов. Если на раннем этапе, когда возник наиболее ранний классический подтип, преобладали клинки с ромбовидным сечением, с возникновением подтипов Путензен-Вимоза, а затем и Хамфельда, линзовидное сечение постепенно вытесняет ромбовидное. Довольно интересным является меч времен Трояна. Трудно дать точное определение, является ли он гладиусом, либо же это некий индивидуальный вариант семиспаты. Внешне он представляет собой увеличенный вариант гладиуса тип Помпеи, классический, относительно длинным хвостовиком под рукоять. Очень напоминает пехотный меч с широким клинком ромбовидного сечения, шириной в 50-52 мм. Однако его длина составляет целых 762 мм, что скорее ближе к кавалерийскому оружию. Однако больше четверти его длины, а именно 214 мм, приходится на рукоять, оставляя под клинок близкие для пехотных мечей 548 мм. Второй тип меча, который условно можно отнести к пехотным, является гладиус тип спата. Не путать со спатами, применяемыми в кавалерии. Они имеют общие черты, свойственные как для гладиусов типа Помпеи, так и кавалерийским спатам. В первом случае они уже рассматриваемых гладиусах и короче кавалерийских спат. Так ширина клинка типа спата колебается от 30 до 45 мм с подавляющим большинством клинков не шире 35-37 мм. Длина мечей вместе с хвостовиком от 520 до 635 мм, что соответствует прочим пехотным гладиусам. Сохранившиеся кончики клинков имеют как треугольную, вроде находки из Аванш и Жеркуш, так и полулинзовидную форму. Находки из Бьергелит, Гамбург, Мармшторф, Жупа, Веринген. Что, как в случае с прочими пехотными мечами, было удобно для нанесения колющих ударов. Исключение представляет кончик меча из Путензен в Северной Германии, имевший полуэллипсовидную форму, свойственную скорее для рубящего оружия при общей длине находки в 510 мм, при учете, что половина хвостовика отсутствует. Часть клинков напоминают тип Помпеи, но значительно уже. Показательной будет находка из Авенша, бывшей колонии Флавия Гельветорум. Имея острый треугольный кончик, его общая длина составляет 630 мм, при длине клинка в 495 мм и ширине 35 мм. Датируется второй половиной первой половиной второго века нашей эры. Отдельный интерес представляет меч из Бьергельда в Дании с овальным расширением посередине клинка, кончика и резким расширением у перекрестия. Подобная особенность клинка, очевидно, давала преимущество при нанесении рубящих и режущих ударов, оставляя более глубокие раны. Отдаленно схожей с ней является находка из Гамбург-Маршторфа. Сечение клинка представлено равномерно ромбовидным и линзовидным. Имеется и образец с переходным сечением от линзовидного к ромбовидному. Также клинок был довольно легким и одновременно коротким, делая его удобным для колки и рубки противника. Относительно плавающую датировку имеет меч с остальным перекрестием из Вернгерна, характерным для более поздних мечей с кольцевидным навершием, мода на которые, очевидно, была заимствована у сарматов. Говоря о мечах времен Трояна, иногда речь заходит о гладиусах типа Майнц, в частности по тип Хальтем Камеладунум. В этом случае ссылаются на находки за пределами империи с крайне неточной и широкой датировкой между второй половиной первой половиной второго веков нашей эры. Это мечи из Аронска, Жеркуф, Ярсямяки, Сальтен-Овергард,
Саарамяки Мария Ботес. Не вполне ясно, как долго эти находки были в употреблении, прежде чем попасть в варварские погребения. Довольно близкими по хронологии являются находки из провинциального римского погребения в Бобовике в Словении, датируемое концом I века, началом II века нашей эры, и неопределенного подтипа меч из Кёрхов в Германии первой половины II века. Однако находки мечей типа Майнц подтипа Хальтем Камеладунум, датируемых концом I века, в пределах империи являются исключением из правил. Можно предположить, что некоторые из мечей данного типа в качестве редких исключений еще были у кого-то на вооружении в ранние годы правления Траяна, но очень быстро окончательно вышли из употребления. Как видно, основным типом пехотных мечей к началу правления Траяна был гладиус тип Помпеи, подтип классический, с ромбовидным сечением, который постепенно будет вытесняться линзовидным сечением и иметь более грубую форму изготовления. Постепенно выходит из употребления и расширение клинка в районе перекрестия. Два других подтипа, встречающиеся реже и имеют иную, более закругленную форму наконечника, но пригодную для нанесения колющих ударов. Оба типа мечей, Помпея и тип Спата, объединяет относительно схожая длина, в чем лишь некоторые из экземпляров отличаются друг от друга. Различие скорее заключается в ширине клинка и длине острия. Второй тип обладал более узким клинком и, вероятно, в сравнении с типом Помпеи был более удобен для нанесения рубящих ударов. А на сегодня все. Надеюсь, было интересно. Подписывайтесь на канал. Ах да, чуть было не забыл. Напоследок я оставил вам небольшую подборку римских мечей данного периода с их кратким описанием. А теперь точно, удачи!